Меня зовут Александр Васильевич Суворов. Лесное имя — Ёжик. Я в 3 года, оглох в 9. Единственный способ получения информации для Александра Васильевича — только через прикосновение. Этого оказалось достаточно, чтобы он смог стать профессором и доктором психологических наук. А удалось это благодаря советскому эксперименту. В 1970 году он и еще 3 молодых людей с полной потерей и зрения, и слуха смогли получить высшее образование в МГУ. Вот они. На снимке вместе с одним из руководителей эксперимента. Все эти люди, кроме одного, не видят и не слышат. Для обучения в институте им предоставили особые условия. Слепоглухие студенты ходили на лекции вместе с личными переводчиками, которые переводили все слова лектора на дактильный язык. Для них также заказывали специальную литературу и перепечатывали лекции на шрифт Брайля. Для общения на семинарах между собой и со зряче слышащим семинаристом использовался телетактор — прибор, в котором печатный текст мог переводиться в Брайль и наоборот. Сегодня я хочу погрузить вас во вселенную Суворова. Далее в фильме моим голосом будут озвучены цитаты из автобиографической книги Александра Васильевича. Итак, начнем. Здравствуйте. Это кто? Декина. То есть это вы будете задавать вопросы? Да. Да, я отвечаю. Мы снимаем фильм для Ютуба, для молодого поколения. Фильм для Ютуба, для молодого поколения. Ты санкционирован? Нет, в России работает Ютуб. Рутуб. И Рутуб Разве? тоже работает. Рутуб тоже. Ясно. Ютуб тоже работает. Все работает. Пока что. Пока что. Это Гуров Олег. Уже много лет он является главным помощником Александра Васильевича и его официальным попечителем. Вместе они работают в университете и посещают лекции. Олег помогает организовывать Суворову жизнь в быту и рабочие встречи. Как вы представляете себе пространство? В виде плана схем. Все облажу исследую с помощью ориентировочной трудности, а потом это все сохраняется в памяти. У меня вот некое вместилище. Внутри него, при хорошем самочувствии, режим такой прохладной невесомости, в которой подвешены объемные образы, модели, макеты. Невесомость не полная, модели не переворачиваются, может и не висят, а скорее плавают в центре вместилища. С Александром Васильевичем мы познакомились по интернету. Нас познакомил мой учитель. Он предложил мне написать интересному человеку электронное письмо. Мне было 13 лет, когда я написал ему первое письмо. И в итоге это все вылилось в то, что мы с ним очень плотно общались. В день по 3-4 письма. У Александра Васильевича на компьютере было ограничение по объему количества знаков в одном письме, и Суворов присылал письма. Олежке том 1, Олежке том 2, Олежке том 3. Вот, и надо мной шутили, что у нас там 3-томная переписка каждый день идет. Вообще. Что такое счастье? Преодолимость, разрешимость проблем. Полностью самостоятельно или с помощью. Когда чувствуешь себя не совсем беспомощным, а если беспомощным, то есть на кого положиться. Вот Олег рядом со мной. Один из главных источников так понимаемого счастья.
Я пользуюсь дактилологией. Это часть жестового языка, которую используют глухие в общении. Самая сложная буква русского алфавита дактильного — это буква «Б». Потому что она такая вот немножко совсем прям трехмерная. Вот. Почему-то она у всех вызывает затруднения. Освоить легко, за 40 минут мы детей учим. Большую часть жизни Александр Васильевич самостоятельно ездил на метро, автобусе и электричке. И это поражает. Он мог навестить друга в загородном санатории и один добирался до другого конца города, чтобы прочитать лекцию. Вспомните, когда вы впервые один поехали на метро или электричке, как побороли страх? А нечего было бороться. Я не боялся. И в данном случае рассчитыван, что если что, помогут. Один через дорогу переведет, другой в автобус, троллейбус, электричку посадит. Так и путешествовал в молодости. Дело в том, что я с детства привык давно доверяться первым встречным поперечным. Я не стеснялся, а привык благодаря своей маме, очень доброму человеку. Маме я радовался постоянно, каждую минуту, при каждом к ней прикосновении. И особенно, конечно, когда она возвращалась откуда-нибудь. Портрет сделали в Екатеринбурге, по той же фотографии, по которой и рельефный портрет надгробный на плече. Но как при слепоглухоте, тем не менее, жить самостоятельно? Для этого прежде всего нужно организовывать себе помощь, без которой все равно не обойтись. Чтобы легче объяснять людям о своем недуге, Александр Васильевич придумал специальный инструмент — записки. На них мог быть текст просьбы высадить его на нужной станции или даже купить завтрак. С помощью записок раньше вы ходили в баню. Расскажите об этом. А что в баню? Про просьбу продать веник, про просьбу продать билет. А до самой бани я дорогу знал, добирался самостоятельно. Проблема была технической, действительно, объяснить, что я не пьяный, а слепоглухой. Тогда и придумали интернет-записки. У Олега вроде сохранились, но я ими давно не пользуюсь. Здесь уже очень маленький рельеф, и мне трудно прочитать. Тут написано «Лосина Островская». Значит, просьба высадить из электрички до станции Лосина Островская. Я ездил в центральную баню, которая рядом с детским миром. Там просто пройти мимо детского мира, перейти дорогу, обойти дом, первый поворот направо, и вот она баня. Сандуны, что ли? Нет, центральная, Сандуны подальше. Туда дорогу не знал. Центр лучше меня знает. Александр Васильевич сам себя называет разведчиком науки на планете слепоглухоты. На собственном опыте он исследует развитие личности и изучает тему человечности. Благодаря его работам мы лучше понимаем, что чувствуют слепоглухие люди и как им помочь. Суворов до сих пор читает лекции по психологии и педагогике, а также пишет научные статьи. Мы готовились к экспедиции в горы, мы делали тропы в горах, приглашали туда детей из благополучных семей, детей из детских домов, из приютов. И появилась идея пригласить в наш организм Александра Васильевича, чтобы он как ученый, как достаточно известный психолог, педагог, побыл живым костылем совести для детей. Потому что дети тоже иногда жалуются на то, что им сложно, что-то не получается. Тут рядом сидит инвалид слепоглухой в палатке, точит напильником какой-нибудь топор. Посмотреть и поймешь, что у кого еще какие проблемы на самом деле. Александра Васильевича в горы вел я за руку. Просто вот за свою эту правую руку многострадальную. И, конечно, на третий день пути рука у меня просто отваливалась. На обратном пути мы уже придумали совершенно другую систему. Мы взяли кизиловую палку, которую спилили на тропе. Мы сделали фактически ему поручень. С каждой стороны встал где-то стоял я, где-то еще
помощник стоял. И фактически этим поручнем мы его вели. То есть мы показывали ему направление пути, куда надо идти. Ноги обули в сапоги, чтобы они не подворачивались. Сами ноги обмотали бинтами эластичными. И таким образом тот путь, который мы шли туда 3 дня, обратно мы прошли за половину. Ну, за целый день мы прошли. Да, вот это все время ездит со мной в лагеря. Кто научил играть? В детстве научился. Так вот это все выглядит. Шахматы, по учебнику шахматы игры. Кто в детстве учится играть в шахматы по учебнику? Суворов. Все. У меня же основной диагноз – болезнь Фридриха, а именно наследственно-дегенеративное заболевание нервной системы с поражением задних столбов спинного мозга, атрофией зрительных и слуховых нервов. Диагноз подтвержден несколькими поколениями медицинских светил. Плюс прогрессирующие с возрастом опорно-двигательные проблемы, головокружение, на данный момент настолько нарушившее мое равновесие, что мне нужна инвалидная коляска. Слабое светоощущение есть до сих пор. Светло или темно вижу, горит свеча или нет вижу в темноте. При ярком дневном или электрическом свете свечу не вижу. Цвета я никогда не различала, этот вид рецепции мне неизвестен. Не слышу голосов, а даже если и слышу через слуховой аппарат, не понимаю жужжащих вокруг меня разговоров. Это было в 88 году. Тогда было очень жарко. И вот я как-то увидел своего знакомого в шортах. Очень удивился. А он, видно, выдал аргумент. А лучше, что ли, чтобы от тебя пахло как от лошади. Аргумент мне показался веским. И я стал настаивать на том, чтобы мама перешила мне брюки старые. Мама фыркала, не хотела. Тогда с помощью одного из наших друзей в Загорске мы купили спортивные трусы, очень короткие, красные. Мама дразнилась, петух в красных штанах. Сколько вам было лет, когда узнали о шортах? 35. До 35 лет шорты не носили, только в детстве. Не носил даже в детстве. Ого. Мама стеснялась и настаивала на штанах. Даже во Фрунзе. А во Фрунзе жара это не то, что здесь. А тут я взбунтовался. Маме пришлось мои старые вельветовые брюки перешить. Укоротить штаны. Вот тогда и появились мои первые настоящие шорты. Можно ли определить по прикосновению, хороший человек или нет? Не очень уверенно, но можно. Чувствуется аура. Что-то слишком много мистики, аура. Ну, что-то чувствуется. Плохой, он скорее скользкий какой-то. Противный, как медуза. А диких терпеть не может. Ты, когда был в горах, говорил, что дерево бук красное, агрессивное, а сосна светлая, теплая, домашняя. Да, наверное. Сам ты мистик. Это не дуб? А кто? Ель, кажется. Ель. Елка, да. Там через трансходу прохладное такое течет, светлое. Я бы сказал серое, как у дуба. Но одно светлее. Тихий свет. Тихий свет. Вот к вам, Регина, первое же прикосновение показало.
что вечерно человек с юмором спокойный. В том смысле, что не боишься ориентироваться в нестандартных ситуациях. Облака — это когда пасмурная погода, когда солнца нет. Солнце я видел. Сейчас, правда, с этим совсем плохо. Облака — это что-то вроде заслонки наверху, как вторые, защищающие от солнца. Осенняя прогулка была. Вот. Александр Васильевич сказал: пойдем гулять в лес. Я там все хорошо знаю, тебе ничего не надо делать, просто веди меня, вот, я все покажу. Вот. Мы заходим сюда, вот где-то в центр парка, он говорит: вот эта дорожка ведет туда, вот эта дорожка ведет сюда, вот эта дорожка ведет сюда, пойдем туда, туда, туда. Там мой зеленый кабинет, в котором я часто приходил с печатной машинкой, проводил время, пойдем там посидим. И дальше он как бы меня вводил здесь по лесу, и мне, человеку, который с детства ходит в горах и ориентируется самостоятельно везде, было очень, мягко говоря, непривычно, что человек слеп и глух ведет меня по лесу. При этом как бы все очень гармонично было. То есть, ну, а как еще? Ну, он реально здесь лучше ориентируется, чем я. Вообще самостоятельность Александра Васильевича – это и дар, и наказание одновременно. Потому что, будучи самостоятельным, Александр Васильевич ездил по всей Москве без проблем. Но в какой-то момент здоровье начало сдавать. Вот, и он этот момент не отсек. Вот, и начали появляться травмы различные. Сначала легкие, потом тяжелее, потом переломы. В итоге вот мы пришли к тому, что без сопровождающего Александр Васильевич никуда не ездит. Сообщение: Александр Васильевич, расскажите, как вы использовали свисток? Для привлечения внимания в метро, в магазине, даже в больнице, когда лежал там со сломанной ногой, и одного способа добить медсестру не было. Хотя, конечно, со мной в палате лежали еще 3 человека. Но что было делать? Это органайзер Pronto. Он предназначен для того, чтобы работать с текстовыми файлами, с музыкальными файлами. Если человек слышит, здесь можно запускать аудиокниги, их слушать. Вот. Но так как Александр Васильевич Команды перезапуска. глухой, то мы это отключаем. Регина, Александр Васильевич, еще раз добрый день. Удивительно, но с помощью Pronto слепоглухой Александр Васильевич может общаться по интернету, например, по WhatsApp. Органайзер переводит текст на тактильный дисплей, который преобразует электрические сигналы в бегущую объемную строку знаков азбуки Брайля и наоборот. С помощью этого прибора Суворов читает книги, пишет научные работы и даже слушает музыку. Через ритм он воспринимает все. А что он там слышит? Вообще. Сложно понять. Да, он сам не может даже объяснить, что он слышит. Что-то слышит. Став меломаном в детстве, я позже очень скучал без музыки. От тоски по музыке стал и поэтом. Хоть какая-то компенсация. В поэзии тоже ведь ритм и мелодия. Тоска по музыке еще в студенческие годы довела меня до мечты о самоубийстве. В 2007 году с помощью своего названного сына Олега я купил первые в моей жизни колонки с сабвуфером. Дома лег, положил сабвуфер на грудь, пристроил колонки на ушах, включил музыку и заплакал от счастья. Благодаря сабвуферу я в кои-то веки почувствовал ритм без напряжения. Палка 20 золотых вальсов. Я часто критикую Суворова, прям часто. То есть его, например, желание скупить весь рынок,
купить все, что ему предлагают. То есть Суворов такой прям шопоголик на самом деле. Вот если в каком-то бытовом плане была одна покупка, которую я прям похвалил его. Действительно, он купил себе шлепанцы Кроксы. Вау! Наконец-то что-то дельное купил. Круто. К нему часто приходят волонтеры, друзья, помогающие. Вот, и что-то с ними он постоянно вот, что-нибудь прикупит. То 3-метровый нож какой-нибудь, который очень опасный, то еще какую-нибудь 40-ую открывашку для бутылок. Здесь этого барахла просто завались. Ну, я люблю детей. Особенно потому, что с ними проще общаться. И я инвалид. И в этом смысле остаюсь вечным подростком, сильно зависящим от людей и очень самолюбивым. Вот и я. Вообще, девушки, это подростки. Они кадючие, очень самолюбивые, терфистые, сильно самоутверждаются. Вообще подростки и подростки-инвалиды особенно. Им мне просто помогать. Они могут обидеться на помощь, если помогать, например, неправильно. Хорошо. Как познают мир те, кто потерял зрение и слух в детстве, стало немного понятнее на примере Загорского эксперимента. Это название пошло от интерната для таких особенных детей – Загорского. В него же попадали и те, кто сразу родился абсолютно слепоглухим. Такие дети зачастую живут как бы в вакууме и полном одиночестве. Они не имеют и малейшего представления о мире. Лишенные обычных способов общения с людьми, слепоглухонемые дети умственно не развиваются. Даже их мимика неадекватна состоянию. Они не умеют по-человечески ни улыбаться, ни хмуриться. Специалисты считают, что до особого обучения слепоглухонемого ребенка просто нет как человеческого существа. Его активность первоначально в сфере бытовой культуры приходится изначально формировать и, не побоимся этого слова, оживлять. Например, в начале обучения навыкам самообслуживания все действия взрослый совершает самостоятельно. Чтобы научить ребенка пользоваться ложкой, педагог сотни раз своими руками берет руки малыша и пользуется предметом. Так формируется образ самой ложки, образ стула, на котором сидит ребенок, стула, на котором сидит педагог, стола, тарелки с пищей, а также образ правильного обращения с ложкой. Так возникает зародыш человеческой психики. Ребенка также приучают к режиму дня и привычкам опрятности. При этом важно поощрять даже самые малые самостоятельные движения, чтобы активность начала расти изо дня в день. Все? Хорошая штука. Раньше приходилось обжигать кончики пальцев. Вы верите в жизнь после смерти? Скорее нет. Здесь память. Ну, читал много, в том числе о духовном теле Христа. Но все это для меня было больше фантазия, чем реальность. Правда, фантазия бывает произвольная и непроизвольная. Когда фантазируем непроизвольно, нам кажется, что это так и есть на самом деле. Но все-таки это выдумка, непроизвольная. Что вы можете посоветовать отчаявшимся в жизни людям? Полюбить или вспомнить, кого они любят, кого они могли бы огорчить и не хотели бы. Отчаяние – это своеобразная форма эгоизма. Когда человек за своими страданиями, абсолютизируя их, перестает помнить о других людях. Здесь только его страдания и больше ничего нет. А если он вспомнит, что рядом с ним другие люди, которые тоже от его отчаяния страдают, и возьмет себя в руки. О чем вы мечтаете? Для себя ни о чем. То есть о том, чтобы все оставалось как есть. А для человечества,
чтобы оно наконец образумилось. Или хоть пока это происходит, образумливание, да, не успело за это время угробить себя. Какая проблема у человечества? То, что она весьма самонадеянно назвала себя разумным. До разума далеко. Всякие там интересы достаточно свежекорыстные, а такого, чтобы интересы человечества, рода человеческого во всепланетном масштабе были приоритетны, все никак нет. Как вы думаете, в будущем мы достигнем идеалов каких-то человеческих? Вот это как раз то, во что я верю вместо Бога. В то, что должны достигнуть. А нет, так перестанем существовать.